провинции Никосия и переходим уже непосредственно к рынку недвижимости. Перед вами карта именно муниципалитета города Никосия. Отмечена таким, видите, тоже пятнышком таким темным. Будем говорить, друзья, о новом и старом жилье. Ну, давайте договоримся. Под новым жильем это будут у нас квартиры, апартаменты класса А и Б. Есть классификация на рынке жилой недвижимости острова Кипр. Ее придумал не я, компании-застройщики. И, как гласит молва от компаний-застройщиков, А, Б, и там еще Б с плюсом есть. Это квартиры, которые находятся в новых современных зданиях, которые выполнены из энергосберегающих, естественно, это энергоэффективные материалы, где летом не жарко, зимой не холодно. Ну вот летом, друзья, еще здесь не жил, но зиму прожил полностью. С ноября месяца сюда приехал. Я имею в виду не в Никосию, а на Кипр, я в Пафосе живу. И ну, я не замерз, хотя я живу не в новом жилье, а жилье класса С, наверное, дом класса С. Но так или иначе мы будем говорить все-таки о этом жилье как новое жилье. Ну и есть старое жилье, класс С, Д, Е, Ф, где более некомфортно, как гласит молва от компаний-застройщиков, более прохладно, так сказать, зимой, так как отопления на Кипре нет. Естественно, вроде бы как должно быть холодно, но еще раз повторюсь, я зиму прожил всю и, в принципе, не жаловался, не замерз. А вот летом посмотрим, жарко, не жарко будет, как оно будет. Итак, еще раз договорились, новое и старое жилье. Итак, переходим к новому жилью. За период сравнения январь-февраль месяц мы видим, что это жилье подешевело на 0,17%. Давайте покажу вам средняя стоимость. Видим 22 975 евро. Давайте обратим внимание теперь уже от карты на вот такую экселевскую табличку. Здесь мы видим уже, друзья, что вот это так называемые ценовые зоны, ну, картографы называют это ценовые зоны или полигоны ценовые, да, мы видим также деление на исторически сложившиеся зоны, или точнее локации, где проживают греки-киприоты. То есть это, ну, наверное, массивы, наверное, районы, это районы, наверное, да, более правильно, районы. Их достаточно много. И видим, что новое жилье построено было, эксплуатируется в нескольких районах. Всего их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, да, 8, 9, 10. Много все-таки. Много все-таки. И вот это внизу подытоживающие данные, мы говорим о том, что среднее арифметическое число по всем этим 10 районам, которые входят в муниципалитет Никосия, составило 2975 евро в феврале 2026 года, что в целом по городу, муниципалитету показало снижение минус 0, повторюсь, 17%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы разберемся, что же произошло с новым жильем на протяжении одного года. Естественно, муниципалитет Никосия. График, рисунок, период исследования. Февраль 2025 год. Видим 2871 евро стоимость нового жилья. И уже в феврале 2026 года 2975 евро стоимость квадратного метра нового жилья. Что, в принципе, показало нам динамику роста в годовом измерении. Смотрим внизу, друзья. Красная черта 3,60%. Но это очень даже себя неплохо, адекватно ведет рынок жилой недвижимости. Почему я употребляю это слово адекватно, будем разбираться в конце видео. Будем сравнивать макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова со стоимостью или ростом жилья на 3,60% нового жилья, и вам станет понятно. Переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о старом жилье, также город, муниципалитет Никосия. Переходим сразу же к красной черте, вот это, да. Видим, что средняя стоимость квадратного метра 1934 евро.
и рост за месяц 0,28%. Также можете посмотреть это на карте. Я специально продублировал данные. Для чего? Для того, чтобы у вас была общая картинка. Стоимость нового жилья 2975 евро и стоимость старого жилья 1934 евро. Ну, на 1000 евро, друзья, кругом-бегом отличается стоимость квадратного метра. Можете себе подумать, да, как сильно в целом отличается квартиры нового жилья от старого жилья. Напомню вам, что здесь исключительно квартиры в многоквартирных домах. Здесь нет дорогущих вот этих вилл, которые начинаются от 1 000 000 евро и там до бесконечности могут. Переходим к следующему слайду, где мы посмотрим, что со старым жильем произошло в городе и муниципалитете Никосия за 1 год. Период сравнения: февраль 2025 год 1855 евро и уже в феврале 2024 года 1934 евро. Итого внизу красная черта, видим, что рост стоимости на 4,26% за год, друзья. Ну, это вполне себе очень адекватно ведет себя рынок. Почему адекватно? Будем разбираться в конце видео.